Проводить золотую осень в Литве рекомендую в городке Зарасай, где можно очень хорошо отдохнуть. Отдых Зарасай подойдет людям, уставшим от городской суеты. Первозданная красота природы, тишина, свежий воздух. Погода очень повезло, поэтому мы решили поехать по более дальнему маршруту, но зато очень красивому. Через Игналину и другие маленькие литовские городки. Дорога великолепная, пейзажи красивейшие, поля ухоженные. Это городок Швенчонес, названный так по озеру Швянтас, что в переводе означает «святое озеро». Кстати, этот городок был сборным пунктом Первой Западной армии во время Отечественной войны 1812 года. Вот такие вот в этом городке аккуратные домики. И очень ухоженный парк. Кстати, в том же 1612 году, во время похода на Москву, Наполеон устроил в этом городе военный парад. Неподалеку от Швенчонеса родился Юзеф Пилсудский. Это каменный собор построен в конце 19 века архитектором Михаилом Прозоровым в русско-византийском стиле. Ехали вместе с Александром, который вел машину очень аккуратно и плавно. Наконец-то мы прибыли к Геннадию, и утром мы поехали по местным достопримечательностям. Начали мы с водяной мельницы Шлиненкос. Эта водяная мельница является уникальным сооружением технического наследия трехвековой давности, сохранившимся подлинным оборудованием. На мельнице есть чем заняться. Можно увидеть, как мелют зерно, купить зерна и муки и на месте испечь хлеба. На мельнице можно увидеть множество необходимых инструментов: вальцы, крупяную мельницу, каменные жернова, подъемное колесо для поднятия мешков. Хлеб и блины, испеченные на мельнице, считаются народным наследием. Спускайся, садись в лаву. Да. Слушай, как хорошо. Там как красиво. Это Александр. Итак, Геннадий. Это работающая до сих пор более 200 лет мельница водяная, оригинальная, очень интересная здесь мука. Она из натуральных, она не такая, как в магазине мука, она чуть-чуть розовая, такая. И очень вкусные с нее все блины. Подняться можно сюда? Да. Не опасно? Нет, все, можно подняться. Сегодня мельница не работает, потому что вода очень спала. Ага. Здесь нужно чуть-чуть больше воды, чтобы это колесо начало крутиться. Но вот летом очень красивый вид. И мельник есть, очень рассказывает такие интересные истории, все эти легенды про эту мельницу.
прочертей. Блины здесь великолепные. Блины из муки из этой кушаешь, как будто картофельные. И не отличишь их, просто от картофельных. Квас они делают натуральный. Можно даже спечь здесь хлеб, разрешать самому спечь хлеб. Ну, очень все аутентика. И приятно находиться тут. Тут, наверное, летом очень хорошо. И летом, да, здесь, особенно когда жара, здесь вот садятся эти столики на этом корабле, и такая влага идет от речки. Приятная такая. От речки, влага. Да. Не чувствует этой жары, она так поглощается. Сейчас, вот, к сожалению, говорю, речка обмелела, и дождей не было дома. Да. Затем мы поехали к Стелмурскому дубу, и этот дуб считается памятником природы Литвы, одним из самых старейших дубов в Европе и самое старое дерево Литвы. Считается, что его возраст 1500 лет, а может и все 2000. Высота дуба 23 метра, диаметр ствола 3,5 метра. И чтобы охватить этот дуб, нужно 9 мужчин. Стелмурский дуб повидал многое – литовских князей, крестоносцев, меченосцев, шведские войска. Здесь проходили войска Кайзера и Гитлера, а также Наполеона. Человеческий скелет с французской винтовкой, найденный в дупле, указывает, что он, вероятно, служил укрытием для одного из наполеоновских солдат во время побега из России. О дубе витают легенды и предания. Считалось, что по коре дуба можно спуститься в подземный мир, что под его корнями может быть клад, а под его ветвями в древности горел святой огонь. Возле корней дуба горели жертвенные алтари с жертвами, принесенными богам в жертву. В настоящее время состояние исполина далеко не лучшее. Его жизнь искусственно продлевают, устанавливают подпорки на нужной высоте, чтобы поддержать увесистые сучья. Сам вековой американ уже давно покрыт мхом или шайником. Этому дубу в Литве посвятили даже монету в 2 евро. Рядом находится костел Креста Господа Иисуса. Деревянное здание выделяется необычной архитектурой. Еще более необычно смотрится колокольня. Трудно поверить, что этот храм построили в 1650 году. Прогуливаясь сквозь парк, посетители смогут навестить усыпальню семьи Валуевых, которые правили поместьем в XIX веке. Кстати, один из Валуевых в 70-е годы XIX века был министром иностранных дел Российской империи. Ни российский боксер Николай Валуев, ни их родственник. Недалеко от парка стоит башня Вергу, башня рабов. Это здание было использовано когда-то для заключения крепостных. Вместе сажают деревца известные литовские личности. Тем мы посетили место явления Девы Марии. Говорят, что это чудесное явление рядом с озером Элькис произошло поздним вечером 30 июня 1967 года. 2 молодых людей на озере увидели яркий свет. Сначала они подумали, что приближается автомобиль, но свет не приближался. А когда они подошли поближе, то увидели светящуюся молодую девушку необычайной красоты, с золотыми волосами, которая стояла на гнилом столбе в белом платье с пелериной. Скульптура Девы Марии стоит в самом озере Ильгис, а в начале весны на берегу озера расцветают прекрасные цветы. Множество крестов и алтарей, украшенных ликами святых, даже чем-то напоминает известную гору крестов, что около Щавляя.
Достаточно взглянуть на карту Зарасайского района, чтобы понять, эти места созданы для отдыха. Одних только лесных озер здесь насчитывается более 300. На гербе Зарасая красуется солнце, а также неведомый зверь. Это олень-рыба. Однажды олень влюбился в рыбу. Что получилось, видите сами. Всем тем, кто тоскует по чистому воздуху, натуральным продуктам и простому образу жизни, я рекомендую приехать в Зарасай хотя бы на недельку, хотя бы на выходные. Остров – экологически чистая зона. С деревянного мола на Большом острове открывается великолепный вид на фонтан и старинный костел. В мае по сентябрь можно совершить водную прогулку на катамаране Зарасай. Люди стремятся на море, не подозревая, что отдых на озере ничуть не хуже. Это проверено на себе. Озеро Зарасас – это главное достояние Зарасая. Справа виден большой остров, заросший лесом. С материком он соединен мостом. Это второй по величине остров Литвы и излюбленное место отдыха горожан. Здесь имеется пляж, лодочная станция, игровые и спортивные площадки и даже парк вейкборда. Это что такое? Что это такое? Это трасса длиной 600 метров, по которой можно промчаться на водных лыжах без помощи катера. Лесообозрение – главная гордость Зарасая. Такой смотровой площадки в Европе больше нигде не отыскать. Панорама озера открывается с высоты 17 метров. Необычный аттракцион построили в 2011 году, и он сразу стал городской достопримечательностью номер 1. Со смотровой площадки на набережную идет крутая лестница. В парке скульптур красуется около десятка необычных работ. Мне приглянулось это. Можно представить, какой огромный рост имеет этот сказочный персонаж. Вот как выглядело это место раньше, а вот как сегодня. Этот обелиск посвящен открытию в 1636 году тракта Санкт-Петербург-Двинск-Ковна-Варшава. На таком транспорте раньше ездили. Зарасай известен еще тем, что недалеко находится дом, где родился Петр Николаевич Врангель. Усадьба. Хотя тут все заросло. В годы советской власти за усадьбой не следили. Вот она пришла в запустение. Только по ровно посаженным деревьям видно, что тут была аллея. Недавно приезжали российские дипломаты и участники движения «Белое дело». Они торжественно прикрепили к дому вот эту табличку. Петр Николаевич Врангель родился 27 августа 1878 года в Новоалександровске. Это русский военачальник, участник русско-японской и Первой мировых войн, один из главных руководителей белого движения в годы гражданской войны, а также главкомандующий русской армии в Крыму. Получил прозвище «Черный барон» за свою повседневную форму одежды – черную казачью черкеску с газырями.